Если вы в Бургасе находитесь в порту, то можете порулить. Или можете полетать. Еще можно поздороваться. А еще можно погладить чайку. Или покормить чайку. Можно съесть за 2 евро 2 вот таких куска пиццы больших. Представляете, 2 евро. Или в ресторане вас может накормить робот. Спасибо, мяу. Еще можно выпить холодный фраппучино. В общем, много чего можно сделать в Бургасе порту, но мы Просто покажем вам Бургас. Бургас. Это крупнейший город юго-восточной Болгарии и 4-й по населению в стране после Софии, Пловдива и Варны. Бургас является важным экономическим, транспортным и административным культурным центром юго-восточной Болгарии. Площадь составляет 253 квадратных километра. Население города составляет 211 тысяч человек. Современный город Бургас был основан в 17 веке на месте рыбацкой деревни, находившейся на месте греческой колонии Пиргас. С 1950 по 1970 годы город очень быстро развивался как промышленный центр и курорт. Центр Бургаса очень интересен в архитектурном отношении. В нем сохранились множество жилых домов в стиле модерн, возведенных еще в начале 20 века, и жилых домов в стиле функционализм, построенных еще в 1930-х годах. приехали в Бургас, припарковались. Хочу вам поподробнее все рассказать. Стоит здесь вот на 3 часа 3 лева, 1,5 евро. Хорошая цена. Идем дальше. Мы идем на море сейчас, на центральный пляж. Смотрите, это центральная аллея, по которой мы будем идти. Сейчас пойдем купим выпечку Дианочки и пойдем к морю. Вот и выпечка. Смотрите. Пицца 4,50, круассанов нету. Мы, кстати, тут знаем в Бургасе молл, большой торговый центр. Там пицца 2 лева большой кусочек. Также в городе есть много гостиниц разных категорий и частных квартир. Есть и много ресторанов, закусочных, кафе, сувенирных лавок. Во многих ресторанах играет оркестр. Как правило, питание в городе дешевое, особенно если продукты закуплены в магазинах, по окраинам или на рынке. Практически туристы могут пользоваться традиционными пекарнями, кафе, пиццами и многими другими закусочными. И чуть не забыл вам рассказать о транспорте. В городе имеется регулярный транспорт. Это автобусы, троллейбусы, такси и маршрутные такси. Ну что, а теперь давайте сходим в парк и посмотрим. А вот он и Приморский парк, один из самых известных достопримечательностей города, созданный в 1910 году. Приморский парк. Его длина составляет 5 километров, общая площадь составляет 60 гектар. Он с востока граничит с пляжем, а с юга он граничит с Бургасским портом. Считается одним из самых красивых парков Болгарии, в котором произрастают растения со всех континентов. Здесь можно увидеть такие деревья, как платан, липа, вяз, береза, альбиция, ливанский кедр, кипарис, мерия и еще много других интересных и редких растений. А старая часть Приморского парка объявлена памятником паркового искусства. Еще здесь есть Бургасский мост, который является символом города. На его территории находятся скульптурные памятники многим известным личностям. Одним из символов города Бургаса и любимым местом прогулок бургасцев и гостей города является Бургасский мост, расположенный на глубине 300 метров от моря. Мост привлекает туристов со всего мира. Романтика моста завораживает не только неповторимым видом и бескрайнюю морскую гладь, но и сохраняет память о многих влюбленных глазах в первых поцелуях. С 22-метровой смотровой башни открывается невероятный вид на мистический остров Святой Анастасии. Построен он был в 1936 году. Мост имел металлическую конструкцию, а платформа была построена из деревянных балок.
Специальной каменной лестницей он был соединен с панорамной набережной морского сада и морским казино. А уже в 1980 году старый мост реконструировали, придав ему массовую бетонную конструкцию. Мост также является неизменной частью традиций крупнейших болгарских праздников – Дня Николая Крещения. Ежегодно в праздник города Бургас моряки сбрасывают с моста веники в память погибших моряках и рыбаках, а на крещение совершается торжественный молебен о здравии и благополучии. Епископ ритуально бросает крест в море, за который состязаются отважные пловцы. Считается, тот, кто вытащит крест из воды, тот будет здоров и счастлив весь год. Неизвестно. Да. Смотрите, 6 августа приезжает в порт Бургаса Лени Кравец. Что, кому интересно, приезжайте. Было сильно жарко, тут распыляется водичка. Увлажняется воздух, видите? Чуть-чуть остыли, идем дальше. А вот и сам порт Бургас. Он был создан как ядро трансевропейской транспортной сети, расположенный в одноименном Бургасском заливе в самой западной части Черноморского побережья в Бургасе. Порт имеет в общей сложности 19 причалов с максимальной доступной осадкой в 12,5 метров. Порт Бургас является частью портового региона Бургас, который охватывает территорию от мыса Эмин до Рязовской реки и включает в себя в общей сложности 8 государственных и частных портовых операторов. А дальше мы зашли в кафе, в котором нас обслужил вежливый робот, так как официанты оказались не совсем вежливыми. Привез нам робот покушать. Бай. Благодаря ви. Класс, да? Не захотел к вам официант выходить и прислал к вам робота. Смотри, какая, да. В общем, дорогие подписчики и зрители, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и ставьте лайки, чтобы наш канал продолжался развиваться. Всем пока-пока!